вот и вышла последняя версия iOS 26. Дальше только официальная версия, которую получат все айфоны, начиная с 11. Как же жутко будут лагать старые айфоны на последний iOS. Или может быть наоборот, они будут работать хорошо, кто его знает. Сегодня мы посмотрим, как чувствует себя iPhone 16 на последней бета-версии новоиспеченной iOS 26. Стоит ли вообще обновляться, если у вас на руках есть один лишний iPhone 16? Перед началом, наверное, стоит сделать пометочку о том, что новая iOS 26 и ее последняя бета кардинально различные системы, как минимум в вопросах оптимизации, так что 300 раз подумайте перед тем, как обновляться на бета-версию новой iOS. С вами Алексей, приятного просмотра. Последнюю версию iOS 26 я использую уже более 2 недель. За это время я успел как пожалеть о том, что ее установил, так и наоборот порадоваться. Изначально я вообще накатывал ее практически на новый iPhone 16. Видите, это нихуя не стекло. Ваш iPhone обновлен до версии 26. Блин. Моя реакция была, мягко скажем, очень импульсивная. Сначала ничего особо нового я не заметил, даже вот этого жидкого стекла, все эти эффекты, это все проскользнуло мимо меня, я вообще не понял эту систему. Но спустя несколько часов использования я стал замечать какие-то моменты, которые Apple отредактировали. И не буду врать, спустя 2 недели жидкое стекло выглядит очень круто. Очень футуристично, и именно футуристично это слово идеально подходящее под iOS 26. Она стала выглядеть гораздо свежее, новее и современнее. Отлично вписывается в дизайн новых устройств от Apple, и вообще приятно получить хотя бы какое-то обновление спустя столь долгое время. Понятное дело, что первое время все будут скучать и грязить по старому дизайну, как это было при переходе с iOS 6 на iOS 7, где на iOS 6 был еще старый дизайн скеоморфизм. Проще говоря, направление дизайна, который опирается на реальный мир. Объекты, сделанные в стиле скеоморфизма, обычно наделяют реалистичными текстурами, тенями и прочей шнягой, которая повышает реалистичность объекта. Проще говоря, главная задача дизайнера — вписать объект максимально в реалистичный мир. Направление скеоморфизма в операционных системах давно-давно себя изжило, и Apple заменила его на iOS 7. С iOS 7 нам представили flat design, проще говоря, минимализм. Красивые, яркие, минималистичные, приятные иконки, которые никак не отражают связи с реальным миром. Особенно четко различие скеоморфизма и флэт дизайна видно, к примеру, в приложении Compass. Вы просто посмотрите, как он выглядел на iOS 6 и на iOS 7. Реалистичную текстуру дерева и прочие пометки, которые отлично погружают тебя в реализм. Сейчас скеоморфизм нам всем кажется довольно странным ответвлением дизайна. Типа, зачем нам все эти детали, если они попросту не нужны? Потому что мы привыкли к минималистичному дизайну. Все сейчас минималистично. Сейчас 90% всей информации и дизайна страниц минималистичные. Поэтому скеоморфизм нам и кажется довольно странным ответвлением дизайна, хотя 13 лет назад это был просто бум. Так-то минималистичный дизайн в iOS 26 никуда и не делся, просто начали преобладать определенные концепции по типу жидкого стекла, которое реализовала Apple. Общий стиль flat по факту остался точно таким же, и лишь мелкие детали и текстуры решили переделать. Я считаю, что изменения в новый iOS 26 привнесли только положительный эффект. Она стала выглядеть гораздо свежее. Пользователи Android тоже не переживайте, Apple обычно задает концепцию, которую потом повторяет весь рынок, поэтому скоро на новых Samsung вы тоже увидите обновление с жидким стеклом и остальными фишками, которые добавлены в iOS 26. Лично я ничего плохого в этом не вижу, потому что системка выглядит прямо супер. Касаемо Apple, новый дизайн очень хорошо сделан, потому что он никак не меняет логики пользования телефоном. То есть iPhone остается точно таким же, каким он был. Все функции с iOS 18, 17, 16 и так далее остались на своих местах, просто их заредизайнили. И все приложения выглядят очень хорошо, кроме одного — камера. Лично мне оно показалось очень сомнительным. Я считаю, что приложение камеры именно на iOS было одним из самых удобных и практичных в целом во всем мире смартфонов. Там не было ничего лишнего, вплоть до того, что некоторые настройки нужно было настраивать в приложении настроек, а не в камере. Сейчас оно лично для меня выглядит очень странно, но на вкус и цвет, как мы знаем, все фломастеры разные. Теперь вопрос оптимизации. Самое важное, что интересует людей при установке бета-версии какого-либо программы. Установив бета-версию 26 iOS на 16 iPhone, я не почувствовал разницы между переходом с 18 iOS на 26. Может быть, телефон стал работать чуть-чуть медленнее, буквально на миллисекунды, которые ты не ощущаешь.
На общем плане пользоваться телефоном все так же удобно и быстро можно на любых версиях, что 18, что 26. Не могу сказать, что там творится на телефонах, начиная с 11 до 13. Кто-то говорит, что iOS 26 дала новую жизнь старым устройствам, и теперь они ощущаются совсем по-другому и работают в некоторых моментах даже быстрее. А кто-то жалуется на Apple, пытается откатиться с бета-версии на iOS 18 и говорит, что не дай бог он установит еще когда-то эту чертову систему. Типа того, что они жутко лагают и устройства вообще становятся неюзабельные. Могу предположить, что у каждой модели индивидуальная ситуация. Но лично на iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max работает как часы. Но все-таки, если вдруг вы решили со старых устройств обновиться на новую iOS 26, лучше подождать официального релиза. Так как в случае, если ваше устройство крякнет, откатить его на старую версию iOS будет довольно проблематично и займет очень много времени. И что же все-таки делать каждому Apple-оводу? Обновляться на новую iOS или остаться? Выбор за вами, но я бы посоветовал поступить таким образом. Если у вас старый iPhone, начиная от 11, заканчивая 13, лучше дождаться официальной версии и не устанавливать бету. Но если вы лютый экспериментатор, вам очень интересно, хочется вдохнуть в старое устройство новую жизнь, конечно, можно рискнуть и установить последнюю, третью бету iOS 26. Я бы не советовал, потому что потом очень проблематично откатывать, повторюсь. А всем юзерам с iPhone 14, заканчивая 16 Pro Max, советую к установке. Можно установить бетку, а потом перейти на официальный релиз. На производительности телефонов это не сильно сказывается. Поэтому новые ощущения, по предположению, принесут вам только радость, а не горе, муки и потраченные нервы за откатом телефона. Спасибо, что посмотрел это видео. Готов обсудить с тобой все вопросы в комментариях. Надеюсь, оно было для тебя полезно. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на Telegram канал. С вами был Алексей. Ставьте лайки. Пока-пока.